Друзья, всем привет! Хочу поделиться опытом, как для одного клиента мы разработали AI-чат-бота, который может отвечать на вопросы клиентов, делать это нормально, качественно, не путаясь в информации и не выдавая никогда ответ, что он не нашел информации в представленной базе данных. Параллельно скажу о двух ограничениях, с которыми столкнулся в N8, как я их смог обойти. И давайте приступим. Наш клиент – это отельная сеть, и все усугубило то, что у этой отельной сети немалое количество отелей, 14, да еще и в каждом от 3 до 50 номеров. И поэтому нам необходимо было понимать контекст, про какой отель клиент интересуется в данный момент. А потом еще понимать, не перешел ли разговор человека уже на общение про другой отель или про несколько отелей сразу. И вот для того, чтобы понимать и все время определять, про какой конкретно отель сейчас идет речь, и обращаться к нужному куску векторной базе знаний, нам потребовалось разработать такую вот логику. Она может на первый взгляд выглядеть немножко чудливой из-за вот этой вот паутины, но это не более чем оптимизация нод. У меня здесь 7 AI-агентов используется, и для того, чтобы каждому не приписывать там свою память и структурные данные или там модели эмбеддинга, я, соответственно, все общее вынес сюда и просто настроил такую паутинку. Пришлось неплохо так покурить мануалы, поработать с GPT для того, чтобы понять, а какие вообще способы существуют корректной загрузки данных в векторную базу данных, а потом еще и корректного извлечения. Если сейчас мы видим логику общения бота с клиентом, мы подробнее пройдемся по каждой ноде, вообще в целом опишу, как логика работает, то немножко хочу сказать про погружение данных в векторную базу знаний. Так как информация была представлена не структурированно, мне дали просто один большой Google документ для каждого отеля. Просто так разбить ее на чанки, информацию про отель, это была бы очень плохая идея, потому что там нет никакого контекста для каждого чанка, я имею в виду, что она бы просто обрывалась и все бы путалось, потому что, прикиньте, описание 50 номеров, и, в общем, как нейросеть поймет, про какой номер конкретно нужно ответить, если информация там примерно схожая. Тут существует всего два способа, на самом деле, разметки. Первый – это в каждый чанк, в который мы погружаем векторную базу данных, приписывать релевантные мета-теги. Второй – это прописывать нужные заголовки, пометки, так скажем, маркеры в каждый чанк. Сейчас я покажу, как выглядит векторная база знаний для этой сети отелей. Значит, что мы видим? Я создал некий аналог сервиса Llama Index. Вот, кстати, он перед вами представлен, который умеет структурировать любые документы, там PDF, не PDF. В общем, крутой сервис, рекомендую. Но для текстовой обработки документов, соответственно, я не стал придумывать велосипед, тут обращаться по API, как-то использовать и что-то его покупать, потому что моя задача будет еще отгрузить всю эту логику заказчику. Я прогнал один раз документ через Llama Index и взял исходник и взял итоговый результат. Отгрузил все в чат GPT и попросил разработать мне промпт и логику работы в N8 для того, чтобы получить схожий результат. И, значит, обратите внимание, в каждый чанк мы прописываем информацию, о чем сейчас идет речь. То есть это номерной фонд, какой конкретно номер, о чем конкретно далее, что это описание делюкса с балконом и видом на Садовое кольцо, что там есть вместимость, основные места, дополнительные места, площадь, оснащение. Потом все то же самое про другие номера. И там доп. Услуги, какие-то рестораны, контакты, телефоны. В общем, вот такая вот история. В таком случае, когда в каждом векторе присутствует информация, идентификаторы, мы при обращении нодами можем понимать контекст. И модель начинает точно искать информацию. То есть она понимает, что сейчас мы говорим про такой-то отель, и мы говорим про такой-то номер, и нас интересует оснащение ванной комнаты. Кстати, было забавно, но нейросеть не сразу могла определить, что наличие ванной – это не равно наличию ванной комнаты. То есть нужно было явно прописать в промпте, что ванна не равно ванная комната. Попытаюсь понять, о чем спрашивает клиент. Итак, давайте посмотрим. Мы подгружаем, получается, папку с нашими документами, после чего мы получаем айдишники всех документов, которые там есть, и каждый по циклу прогоняем через скачивание текста из этого файла, и после, соответственно, мы просим систему, точнее AI-агента, обработать текст на смысловые блоки, разбить его и предоставить в виде вложенного JSON-массива. Здесь мы прописываем небольшие требования, которые должны быть. И вот тоже вот хочу поделиться. Как бы я ни пытался сделать достаточно универсальную модель,
мне все равно пришлось просить заказчика тестировать этого бота для того, чтобы понять специфические вопросы, которые может задавать клиент. И только так я смог определить глубину детализации, что нужно перечислять. Конечно, везде указывал и так далее, и тому подобное. Ну, в общем, мне пришлось вот таким образом поступить, и чувствую, что не получилось бы у меня, знаете, как достаточно универсально без этих нюансов сделать какое-то такое решение для всех. То есть под каждого заказчика придется все-таки уточнять промпты на предмет того, что необходимо будет искать и перечислять. Первая проблема, с которой я столкнулся, не полнота передачи информации. То есть он пропускал некоторые элементы, заказчик об этом знал, спрашивал эти каверзные вопросы, и постоянно бот выдавал модель о том, что я не знаю такой информации, извините. Поэтому пришлось вот эти все нюансы, детали уточнить. И, значит, соответственно, вот таким образом мы разбиваем информацию, что у нас есть название отеля, у нас есть подраздел, есть дочерний подраздел, и любая глубина вложенности может быть в этом промпте реализована. Далее, после того, как он разбивает текст по такой структуре, мы кодом разбиваем массив на айтемы. То есть получается, что из одного документа может получиться структурных порядка 40-100 айтемов, каждый из которых мы погружаем уже в векторную базу знаний и обязательно передаем айдишник. Так, код я тут сейчас удалил за тем, что он мне не нужен, нужно просто поправить. Ну, в общем, мы передаем айдишник Google документа. Это нужно для того, как в прошлых видео показывал, когда претерпит изменения этот Google документ, мы по этому айдишнику нашли все записи в векторной базе данных, удалили их и повторили процедуру загрузки заново, в том числе структуризации, как вот только что рассказывал. Так вот, айдишник мы обязательно передаем, и точно так же в своем случае я передаю имя отеля. Вроде бы все просто, на первый взгляд, но пришлось потратить недельки 2-3 тестов для того, чтобы вот прийти к такой модели. И сейчас я вам покажу, что было у меня ранее реализовано, и с каким ограничением столкнулся. Конкретно цикл в цикле. Смотрите, изначально логика у меня была следующая. То есть я получал, к примеру, 10 документов, каждый из которых я прогонял и структурировал, и хотел сделать следующее, что с одними метаданными я формировал записи конкретно для номеров и одну общую информацию с другой пометкой, с другими метаданными про общее описание отеля. То есть из этого агента я получал массив, я его разбивал на, давайте, к примеру, 8 айтемов, один из которых это общее описание отеля, а 7 это описание конкретного номера, каждого номера. Так вот, по идее здесь, по логике простой, нужно вставить второй цикл, как вот здесь вот на примере указано, и, соответственно, векторную базу данных погрузить, потом обратно вернуться к основному циклу, получить новый документ, распарсить его. Вот этот блок я вам создал специально для того, чтобы посмотреть, что цикл в цикле в 8 не работает. Это как раз первое ограничение, с которым я столкнулся. Вот давайте просто запустим и посмотрим. Сейчас он получит 13 элементов, отправил первый в цикл, и вот дальше смотрите, что вроде все красиво мигает, классно, но этот цикл один раз выполнился, и как вы попросите его, ну, вот по этой ветке пойти? Никак. Получается, он вроде бы сделал 13 процедур, но внутренний цикл сделал только одну процедуру. Я не знаю, ребят, может кто-то знает, как можно использовать эту функционал цикл в цикле, но даже, по-моему, в Help N8 пишут, что это невозможно. Если возможно, напишите в комментариях, пожалуйста. Так вот, и смотрите, что получается. Я обошел эту систему, просто используя деление айтемов из одного общего массива текста и передачи их в разные ноды Supabase, которые погружают, соответственно, в векторную базу знаний. Что было удивительно для меня, то что элемент switch может, точнее он работает не так, как if, то есть он передает информацию одновременно по двум веткам. Ну, я, честно говоря, об этом не знал и был приятно удивлен, когда все-таки это можно было реализовать. То есть он просто разделил потоки. Вся информация про номера пошла по верхней ветке, а общая информация про отель пошла по нижней ветке. И еще отсюда следует второе ограничение. И давайте я сейчас ниже пролистаю, покажу вам конкретно, почему вот здесь я использую два блока погружения в векторную базу знаний. Ну, казалось бы, можно сделать одну и все 7 элементов просто взять и передать. Но момент-то в чем? Так как мы используем стандартные ноды, то, к примеру, в первом варианте я передаю айдишник Google документа, название отеля,
тип документа, что это описание номеров и уже непосредственно название номера. То есть я же не могу здесь взять и сказать, что если информация, соответственно, существует, то тип укажи, а если информация не существует, то тогда удали вообще все это дело. По идее, в JavaScript можно было настроить значение переменной, которая берет, ну, допустим, сейчас вот как раз ниже ты долистаю, я вам пример заготовил. Вот так это выглядит, что, к примеру, ты бери значение из этой переменной, но если его нет, соответственно, выдай без названия. Или проверь сперва вот эти знаки вопроса, как раз нам об этом и говорят. Если значение переменной, если есть, бери, если нет, бери, давай из второго блока, то есть конкретно бери название, точнее, без названия. Ну вот это второе ограничение N8. Увы, это не будет работать, если у вас не выполнена эта нода. То есть он может обращаться к определенным нодам, только если они были выполнены. И отсюда это второе ограничение у меня как раз и здесь тоже реализовано. Давайте вот я подробнее расскажу. Когда клиент нам пишет, мы проверяем, есть ли вообще у нас идентификатор клиента в базе знаний. То есть мы общались с ним ранее или нет, и что его интересовало. Здесь всегда проверяется. То есть первым делом проверяем, есть он в таблице или нет. Если его нет, создаем первую запись. Далее мы проверяем, содержит ли вопрос клиента идентификатор отеля, то есть можем ли мы понять, про какой отель говорит клиент. И передаем значение. Это будет либо пустое значение, ну, я имею в виду в нашем случае неопределенное значение, и это non, либо это будет конкретное название отеля. После чего мы сразу проверяем, появилось название отеля или нет. Если название отеля не появилось, мы идем к AI-агенту, который обращается к векторной базе знаний, и никаких переменных мы здесь не указываем, то есть мы не фильтруем по мета. Как раз из-за этого ограничения N8, что здесь, ну, либо ты их указываешь, либо ты их не указываешь. Ну окей, далее, здесь лайфхак, еще тоже небольшой, расскажу вам. Если мы явно не смогли определить из запроса клиента, ну, например, он может просто спросить, а что по питанию? То есть до этого он общался про конкретный отель, а сейчас он говорит, а что по питанию? Ну, понятно, что в запросе нет названия этого отеля. Однако в буферной памяти, ну или в моем случае в Postgres, есть информация о том, ну, что интересовало его ранее, и AI-агент отвечает корректно и как бы все время указывает название отеля. То есть, да, в отеле таком-то есть по питанию там следующая информация и то-то, то-то. Получается, мы можем распарсить ответ этого агента, который извлек информацию из там, буферной памяти или Postgres, и опять обновить значение отеля в нашем Postgres. Вот, таким образом, получается, работает нижняя ветка. При этом, если у нас отель известен, при втором сообщении клиента идет снова проверка, и если, значит, он есть в таблице и есть отель, он пойдет по верхней ветке. Что тут происходит? Он может спросить какую-то уточняющую информацию про тот же отель, а может спросить про, а вообще какие еще отели есть, а какие есть отели в других городах, а расскажи мне про другой отель. В зависимости от того, что он ответил, мы опять же извлекаем, передали мы конкретное название или указали атрибут non для поля отель. Если информация про тот же отель, мы идем к агенту, который непосредственно может искать по метафильтру с названием отеля для того, чтобы получить наиболее точный релевантный ответ. Если же нет, мы пишем, что информация про отель нам неизвестна, или он мог сменить контекст, то есть начать спрашивать про другой отель, соответственно, здесь мы как раз это и прописываем. И опять у нас идет проверка, то есть отель есть, нет. То есть если он есть, и это новый отель, мы идем к агенту, который умеет там фильтровать по отелям, если нет, идем к агенту, который не умеет фильтровать по отелям, но при этом парсим, соответственно, ответ агента на предмет отеля. Вот, и в этой логике из-за этого ограничения N8, когда он не может понимать, возьми значение либо из этой ноды, либо из этой ноды, в зависимости от того, что, скажем так, активно, он выдавал ошибку. То есть вот по этой логике мне нужно было, если тут есть отель и тут есть отель, связать все в одного AI-агента, который умеет искать по отельной сети. Но, увы, вот как раз не получается так сделать, потому что он может обращаться и проверять наличие переменной, точнее значение переменной только к выполненным нодам. Поэтому по факту эти два AI-агента дублируют друг друга. Единственное, что в них передается значение из выполненных нод, а не проверкой. В JavaScript это можно реализовать вообще на раз-два. Ну вот в N8 такая вот фишка.
Таким образом, получилось добиться ситуации, когда AI-агент может отвечать клиентам, не путается в ответах, не путается в номерах и никогда не выдает информацию о том, что «извините, я не знаю». Это была, конечно, нетривиальная задача, и я очень рад, что я взял всего одного клиента. Там, с прошлого видео про Bittrex24 мне много кто написал. Я прям не прогадал, что взял на MVP разработку этого агента для одного клиента. Ну, еще в заключение скажу, что в самом конце мы форматируем текст для выдачи в Telegram, но тут уже, наверное, для нашей аудитории не секрет, что так нужно делать, точнее, можно делать, потому что нет-нет, да какие-то атрибуты Markdown мне сюда выпадают. Что ж, друзья, спасибо за внимание. Я надеюсь, что это видео было полезно вам. Мы разобрали, что цикл в цикле сделать нельзя, показали, как это обойти. Я подсветил свой инсайт, что if, соответственно, может делить потоки. И, кстати, не только if. Вот здесь же, когда мне поступало 8 элементов на блок if, мне точно так же 8 элементов поступало в блок код. Отсюда я хотел сделать, ну, в общем, не всю информацию в Postgres передать, а только название отеля и в второй колонке номера, какие называются на русском, и номера на английском. И получается, отправляя сюда одновременно 8 элементов, 8 айтемов, он без проблем создавал 8 строк и записывал все корректно. Когда вы ставите merge, он ожидает выполнения обоих веток. Если вы мерч не поставите, то, соответственно, выполнится последовательно все ветки, и как бы, в общем, понятно, что здесь логики нет, здесь логика есть, поэтому пойдет ветка туда, где есть логика. Друзья, теперь на этом точно все. До новых встреч, спасибо, надеюсь, видео было полезным.